Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Будет ли конец вашей холостяцкой жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете, какой же вы человек. Так, боже, какой вы любвеобильный, я вам скажу. Вы такой вот, то ли романтик, вы умеете, знаете, вот красиво ухаживать. Вы такой вот, ну, обычно таких вот в любовнике классно брать, я вам скажу. Вы вот, когда вы любите, когда влюбляетесь в женщину, ну, это просто потрясающее, знаете, вот отношения именно. Вы настолько умеете красиво к женщине относиться. Вы цветы подарите, вы можете и ужин при свечах приготовить, да, вот как-то, ну, настолько вы такой вот очарованный весь женщиной, вы готовы просто горы сворачивать. Но я вам скажу, в то же время вы далеко не всем показываете свое настоящее лицо. Вот вы такой человек, который будет очень осторожно открываться людям. Вот знаете, вот вы в чем-то даже, знаете, ну, скрытный, наверное, вот именно перед людьми, которым вы либо же не очень доверяете, вот, либо перед незнакомцами. Ну, в общем-то, это нормально. Довольно сильный, волевой вы. Вы человек, который, ну, много чего повидал в своей жизни, у вас богатый жизненный опыт. Я не могу сказать, что вы учились на своих ошибках. Периодически вы, конечно, на те же грабли наступали. Вы понимаете, что в некоторых ситуациях вы наступаете на те же грабли, но все равно вы на них наступали и шли бодрой походкой по тем же граблям. Так, что же будет у вас дальше? Так, личная жизнь. Вот вам хочется, знаете, вот именно хочется, почему-то вот мне идет, что вы хотите семью. Причем вам не нужны просто какие-то легкие отношения, вот именно семью вам бы хотелось. Вы даже готовы, вот знаете, какие-то хотелки женщины исполнять. Вот вы вот соскучились за вот этим вкусом любви. Вы соскучились за вот этим состоянием, когда ты любишь, да, когда тебе есть о ком заботиться, когда тебе есть куда спешить, когда ты знаешь, что тебя ждут, да, вот это состояние, какое-то предвкушение. Вы просто уже хотите наконец-то его получить. Очень вы нацелены на семью. На данный момент, я вам скажу, у некоторых может проигрываться, что уже есть женщина, которая вам нравится, да. Возможно, вы присматриваетесь, да, к ней еще, таких прям отношений нет. Также может проигрываться, что вы только начинаете отношения, да, ну то есть у всех это будет по-разному, но вы очень и очень хотите именно вот какой-то стабильности в личной жизни. Давайте-ка посмотрим, что же будет дальше у вас в личной жизни. Закончится ли ваша холостяцкая жизнь или нет? Так. Знаете, вот в вашей жизни появится женщина, с которой вы будете, вот знаете, как на одной волне. Вот вы будете и по-ребячески дурачиться, вы будете и поддержка друг для друга, и забота, да. Вот настолько вы будете вот, знаете, вот именно на одной волне, когда люди смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Вот когда одна цель есть, когда какие-то одни желания, одинаковые планы, да. Вы такой человек, который вот если у вас есть одна женщина, вам другие не нужны. Я не могу сказать, что вы гуляка. Да, в вашей жизни бывали, либо же бывают такие ситуации, когда другие женщины могут там флиртовать с вами, как-то пытаться соблазнять, да. Но вот если вы в паре, да, вот то ли это воспитание такое, да, то ли это мировоззрение, да, вот порядочность какая-то,
Но вы как-то стараетесь, ну, не клевать на вот эти все женские штучки, уловки, если у вас есть уже любимая женщина. Напишите мне, кстати, в комментариях, есть такой момент или нет. Будете ли вы так реагировать на других женщин, ходить направо-налево, если у вас есть любимая женщина? Напишите. Я думаю, все-таки вы 100 раз подумаете, а стоит ли, да, потому что вот некоторые не задумываются, а стоит ли те 5 минут удовольствия того, чтобы рушить потом все отношения, семью, все остальное, да, все то, что строилось годами, допустим, да, вот когда ходят налево. Так, что же вас ждет в этих отношениях еще? Так. Вот вы знаете, вот вы не будете сидеть дома просто вдвоем и любоваться друг другом. Нет. Вот вы будете постоянно вот в движении, да, с этой женщиной, вот куда-то ездить, какие-то, я не знаю, там это дни рождения, праздники, ну где-то постоянно, вот где много людей, вы будете постоянно проводить время, вот именно интересно вот проводить время, да, не в 4 стенах сидеть, просто держась за руку, нет. Это будет и романтика, это будет и какие-то поездки, да, это вот какие-то, вот знаете, галантные ухаживания. Причем я так думаю, что скорее инициатором этих всех поездок, каких-то прогулок, скорее будет женщина. Потому что женщина, ну такая, знаете, вот веселушка-хохотушка, такая она любящая где-то вот, ну, развлечься, но именно вдвоем развлечься, да. Она очень такая жизнерадостная, очень веселая, очень любящая жизнь, вот, да, вот любящая по-настоящему наслаждаться, потому что мы очень часто не умеем наслаждаться тем, что вокруг нас. Вот если задуматься, да, вот, ребят, вот подумайте, мы ведь реально, мы не умеем наслаждаться элементарными вещами, да, вот светит солнце, казалось бы, смешно, да, светит солнце, голубое небо, там птички поют и так далее, красота, вот особенно весна, лето, когда все цветет, да, мы постоянно в этой суете, мы куда-то бежим, спешим, куда-то там какие-то заботы, проблемы, и мы даже не наслаждаемся вот этой вот красотой, или же очень редко наслаждаемся вот просто вечерние прогулки, допустим, да, вот на природе. Мы не обращаем внимания. А это немаловажно. Вот именно нужно ценить каждую минуту, потому что жизнь очень скоротечна, к сожалению. И эта женщина, вот, она умеет наслаждаться именно вот окружающим, и той же природой, и тем же солнышком, да, вот этой красотой даже, что вокруг. А мы так редко обращаем на это все внимание, да. Вот она и вас будет как-то вот приучать, привлечет вот именно к этой красоте. Так, еще что? Знаете, я еще скажу, вот у вас будут настолько вот красивые отношения, что вам даже будут окружающие вот завидовать. Завидовать, ну, знакомые ваши, имею в виду, да, вот коллеги, может быть, там родственники, друзья, которые будут знать о ваших отношениях, они будут видеть вот именно как вы относитесь друг к другу, да, вот с какой заботой, да, вот как вы там и пальто подадите, и посадите, и там, я не знаю, и стульчик поправите и так далее. Ну, то есть это такие отношения, которые, ну, довольно редко бывают. Вот если посмотреть на некоторые пары, которые сейчас, вот даже просто в обществе, в кафе, там где угодно, ну, довольно редко встречаешь, когда вот мужчины галантно относятся к женщинам, когда заботливые женщины, да, это довольно редко почему-то сейчас встречается, к сожалению. Но у вас с этой женщиной будут такие отношения, вот это будет все взаимно, вот будет в унисон. И та же забота, и та же внимание, нежность и так далее. Причем вот, да, вот эти отношения могут перейти в брак. У нас выпала и карта брака.
сначала вот вы можете даже как-то, знаете, побаиваться брака, потому что может еще проиграться, что вы будете думать, допустим, вот я был уже в браке, да, не сложилось, там дележка, машины, квартиры, деньги делить и так далее. Нет, здесь такого не будет. Здесь не про дележку абсолютно. Эта женщина у нас, посмотрите, карта справедливости выпала. Она вообще живет по справедливости и того же ждет и от других людей. Она поступает по совести. Очень честный такой человек. Поэтому, если кого-то вот мысли о женитьбе насторожат, то можете даже не сомневаться. Причем, знаете, вот будет также такой момент, что кому-то из ваших вот либо друзей, либо из коллег, которые, ну, будут видеть вас, да, может быть, в одной компании вы будете, ваша женщина очень сильно понравится. Ну, так скажем, легкая влюбленность, да. Вы поначалу этого не заметите. Но когда со временем, допустим, вот в компании там или где вы будете пересекаться, потом, когда вы это увидите, то может дойти до того, что вы, ну, поссоритесь со своим другом там, либо коллегой, да, вот как-то мужская именно, ну, я не знаю, мужская вот эта оборона, да, инстинкты мужские, что вот не трогать, это моя женщина, да, вот на дыбы просто вас поставят, что ну как это так, моя женщина кому-то понравилась. Нет, у вас взыграет такая ревность. Так. Так что, ребята, смотрите, у вас однозначно, у вас выпадает и карта брака, да, дама, которая станет вашей действительно вот императрицей. Вот у нас императрица выпала, да. Это станет женщина, о которой вы давно мечтали, женщину, которую вы давно хотели. Вот именно она, женщина с большой буквы, каких сейчас мало, к сожалению. Поэтому не переживайте. Многие мужчины, да, вот я смотрю по комментариям, думают, что вот возраст, да, уже там за 40, тем более за 50, кому жизнь прожита. Нет, ребята, любви все возрасты покорны, и никогда не нужно отчаиваться, никогда. Главное, что-то делать, нужно делать, я имею в виду, чтобы как-то либо же вращаться в такой среде, там, я не знаю, ходить в те места, где много женщин, да, либо же, ну пусть даже по интернету, это не все любят, конечно, но может быть по интернету вы познакомитесь, хоть улыбнуться, хоть подмигнуть, я не знаю, ну то есть нужно что-то делать, под лежачий камень вода ведь не течет. Мы очень часто, знаете, вот мечтаем о чем-то, но мы ничего не делаем. Но ведь на самом деле, ну, женщина ведь с неба не свалится, правда? Вот вы просто сядьте, реально подумайте. Вот если вы хотите женщину, хотите новые отношения, да, серьезные, что вы для этого сделали? Ну так, по-честному, перед собой. Вот просто подумайте и скажите. Вот сами себе скажите. Может быть, вы вообще ничего не делаете. Может быть, вы ходите по улице даже с хмурым выражением лица, что женщины, знаете, посмотрят и скажут, и подумают, боже, там такое лицо, не подходи, убьет, да? Ну, я утрирую, конечно. Ну, как-то вот проанализируйте, ну, по-честному, что вы сделали, ну, хотя бы шаг какой-то вы сделали к тому, чтобы познакомиться ну, с женщиной, да, для того, чтобы начать отношения. Вот так вот, как-то нужно быть честным перед собой. И когда вы сделаете выводы, что, может быть, вы реально вообще ничего не делаете, а просто сидите, хотите, да, мечтаете, там на этом все хотелки ваши заканчиваются, то, естественно, да, откуда же женщине взяться, если ничего вообще не делать, никуда не ходить, там, не подмигнуть, не улыбнуться. В общем, смотрите, анализируйте, думайте, как вы будете захватывать новую женщину, разрабатывайте план захвата, в чем я вам желаю удачи. И такой сегодня был у нас расклад.
Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!